Всем привет, вы на канале Твинки Тайм. Мы продолжаем проходить Тауматурга. Сейчас сходу разговор с Лейлой. Ты еще здесь? Вам не один я прилип. Вас преследует Дикий Салютер. Он, собственно говоря, мне интересен. Вы когда-нибудь слышали про Джина? Только в сказках, которые брат читал. А приманивает его ваша надменная натура. Это, боюсь, врожденное. Вы показали характер, когда вытащили себя и брата из той безнадежной дыры. Я тебе душу изливать не собираюсь. Вы не планируете оставаться здесь навсегда, верно? Сворованного у пинцета не хватит, чтобы вытащить брата из нищеты. Ты-то что знаешь о том, как выбраться из нищеты, буржуй хренов? Если у вас и правда столь взаимовыгодное сотрудничество, почему вы у него воруете? Я знаю, что вам известна комбинация к сейфу пинцета. Ну и я тоже тут это знаю. Я держу руки при себе, держу рот на замке. Советую вам поступать так же. У вас с пинцетом взаимовыгодные отношения, верно? Обычная работа, не хуже, не лучше других, но да, признаю, мне с ним весьма комфортно. А ему со мной прибыльно. Он взял вас к себе, когда вы впервые попали в город. Он всего лишь помог мне встать на ноги. Что? Подожди, я не могу? Я не могу помочь ей? Мне обязательно нужно говорить ему, что она ворует, а что он тогда сделает? Ну, типа... And again I find myself under the gaze of those inquisitive eyes. Сколько тут всего, на вид обычный бордель, но управляешь ты им с фантазией. Вот с чего мебель лапать, когда у нас такой широкий выбор прекрасных дам и джентльменов. Мебель, в отличие от людей, может рассказать, к примеру, что Лейла подворовывает из твоего сейфа. Лейла? А ты ее позвал, да, сейчас? Я занята. Вскрытием моего сейфа? С чего ты взял? Часы золотые, которые вы на дворе стащили, нашептали, что вы не менее аккуратно подворовываете деньги из сейфа. Понемногу, чтобы никто не заметил. Ой, вот это я по-крысячи, конечно. Ну ладно. Ты с часами разговариваешь, а змей тоже заклинаешь? Да. Почему? Я знаю комбинацию. Вы ее от скуки прокручиваете в голове. Слышал, пинцет? Держи голову на замке, а то этот все твои извращения выболтает. Лейла, карманы. Ну же. Это какой-то важный год? Карманы. Остановись, пока не сделал того, о чем пожалеешь. Неужто великий колдун решил жалиться над бедной девочкой? Я сама справлюсь, как всегда. Я верю, что ты сама справишься, правда. На этот раз вам не придется разбираться во всем самой. Я правда верю, что она справится сама, но... Пошли вон отсюда оба. И не возвращайтесь. Да, пока. За меня еще никто не заступался. Спасибо. Не стоит благодарности. Должна признаться, я под впечатлением. Вы знаете, почему я здесь? Ну да, из-за Джина твоего. Он здесь? Ты его видишь? Мне не нужно. Я вижу вас и знаю, что он рядом. Ты меня охмурить пытаешься? Должен предупредить, что поймать Джилла мне придется забрать вашу дерзость. Понятия не имею, что это значит, но похоже, я у тебя в долгу.
Не двигайтесь. Скоро все закончится. Дерзость Лейлы помогла им с братом пережить испытание судьбы. Но она повела юную девушку по скользкой дороге. Ой, блин, сейчас это сейчас... Ой, сейчас... Без него Джин больше не сможет тобой управлять. Ладно, я надеюсь, что я смогу. Я просто надеюсь, что я смогу. Что тут? Что? Приближается к цели. Наносит урон, приближается к цели. Получает 11 урона в последнем раунде действия. Джинчик. Джин-чик. Да. Необходим... О боже, вот этого надо... Блин. Снижать. Ну ладно. Вот, а что смысл от того, что он подходит? Вот вы ко мне подошли, шо? So. 2-4. Вот. Окей. О, минус 4 это хорошо. Минус 4 это хорошо, это круто. $11 урона, блин. О, красиво, красиво, красиво. Мне нравится. Минус черта. Ага. Блин, Джин прикольный такой на заднем фоне, не знаю. Мне реально по приколу. Ух. Опять ты мне кровотечение даешь, ты достал. Угу. Хах. Ну, это не так сложно, как я предполагала, наверное. Хотя я не знаю, может там что-то жесткое сейчас будет. Maybe, probably. Я не знаю. Угу. Четверо, значит. А есть кто-то? Ага, 6, да блин. Вот этим надо, конечно, убирать тогда. Снижаю концентрацию, как могу. А, на секундочку, а что? Ладно, жду. Что у них восстанавливает 9 очков, а тут урон. Ну да, вот этого прям неохота.
Ого, 24, хорош. Мне надо ему убрать концентрацию, и тогда все. О, плюс 3. Ха. Получается, сейчас мы откроем одного, ну, плюс 1 слютер и последний из какой-то ветки. И можно вкачивать ее до конца. Верно. Мне подхилиться, конечно. Можно я, пожалуйста, отхилюсь? Оу, май. Угу. А, стоп. А, да. Ты мне плюс... О, хорош, хорош. Нормально так. Угу. Что ты там колдуешь сзади? Он такой смешной. Квазимода, блядь. Ага. Что, все? Да. Почти? Почему почти? Почему почти? Уже все? Я не чувствую, чтобы что-то изменилось. Разве что осточертело мне это место, и я должна вернуться к брату. Справи... Ух, как его потрепало, смотри. Да, я почти уверена. Отдыхай, выглядишь ужасно. Ну да, выглядит он, конечно, после этого. Интересно. Нам надо к Распутину, я так понимаю. Ну да. Это так. К Распутину... Ты думаешь, я помню, где он там живет? Распутин-то ваш. Скажи. Что у тебя? Наносит урон, восстанавливает вам 24 очка здоровья, грыбать ты. Каждое последующее исцеляющее действие восстанавливает меньше, кровавый долг, получает 16 урона в последнем раунде. На меня? Страшный сон дервиша, кровавый долг, получает 16 урона в последнем раунде действия. Состояние. Наносит урон, насылает расплату. Наносит урон, насылает состояние на всех врагов. Ух ты, на всех врагов. Ну тоже, смотри. Дай скрой, пожалуйста, я хочу тебя как-то запечатлеть. Вот так вот, да, типа. Да, типа того. А можешь повернуться? Ага, прикольно, прикольно. Интерфейс откройте. Где живет Распутин? Где живет Распутин? Я не помню, где он живет. А, меня туда ведут, да?
Меня туда и не выведут, поняла. Вот тут он вроде. С таким состоянием нам только по задачкам идти, да. Но я, наверное, на всякий случай сохранюсь. А он точно тут живет? Надпись на стене. Братва, среда в 5. Надпись мелом. Некая группа собирается в среду в 5 часу вечера. Это что такое? Да блин, это не то, где он живет. А где он живет тогда? Жалоба. Многоуважаемый господин Числав, я больше не могу выносить того, что творится под окнами нашего дома на Броварной 5А. Раньше была тишь да благодать, а нынче стоит крик, грохот и лязг металла. Вы разве этого не слышите? Прошу вас срочно принять меры. Мария. Сложенное вдвое письмо, адресованное сторожу Числаву. Жильцы доходного дома на Броварной 5А жалуются на постоянный шум под окнами. Это все прекрасно. Где живет этот чел? Брошюра, братья. 11-часовой рабочий день. Это путь... Да, мы это читали. Судная касса. Покупка, продажа, обмен. Суды под залог любого имущества. Мы работаем от зари до зари. Упаковка медицинских бинтов. Гигроскопический бинт стерилизованный. Прекрасно. Выброшенная пустая упаковка бинтов. Кровь стучит в висках, заглушенное беспокойство о брате. Багровый ручей струится по коже, мешается с грязью и застывает от прикосновения льда. Крепко зажатая рана — лучший знак того, что он рядом, с ним все в порядке. Когда они вместе, им нет равных. Сегодня их ждет очередная победа и очередная награда. Это все просто невероятно. Где, блядь, Распутин живет? Листок на дереве. Новое время встречи АСС 17:00, перекресток Беднарской и Земной. Прибытие к дереву... Прибитый к дереву листок с объявлением. Некая организация под названием ААС изменила время собрания на пересечении улицы в 5 вечера. Да, прекрасно. Где он живет? Здесь, что ли? Подожди. На кладбище? Возле кладбища. Я не уверена, правда, не уверена, но, возможно, возле кладбища. Там что-то около... Короче, где кладбище? Здесь кладбище. Что это? Заметки с проповеди. Хищная культура Запада уже запустила когти в самое сердце нашего государства, церковь. Сколько из нас нынче отдают предпочтение домам увеселения, а не дому Бога. И даже некогда порядочные заведения превратились в балаган. Взять хотя бы, к примеру, то, что деется в этот четверг в стенах принимавших когда-то исключительно уважаемых людей науки. Теперь же там, в тот самый час, когда в нашем храме будет происходить отпевание, будут устраивать показ движущихся картинок. Пустой клоунский акт, призванный отвлечь чумы от работы, семьи и веры. Рукописные заметки. В четверг, к огромному ужасу батюшки, состоится кинопоказ. Бедный батюшка, как он это пережил-то, господи. Демонстрация живой фотосъемки. В четверг вечером в конторе Ассоциации техников на Повонсковской 5,9 пройдет демонстрация живой фотосъемки, на которой Кизимир Брушинский покажет работу своего что-то. Что это такое? Дневник ксенофоба. Кто-то плачет? Не знает границ людского коварства. Прослышал я от соседки, что в квартире полковника Вячева регулярно собирается джентльменский клуб, куда полковник долгие годы допускал исключительно своих близких приятелей. Увы, Вячев — человек пожилой, память его временами подводит, из-за чего разного рода сомнительные личности получают допуск до предназначенных гостям полковника увеселений, выдавая себя за его давнишних знакомых. Страница вырвана из залитого чаем дневника. По дому ходят сплетни, чтобы попасть в джентльменский клуб Вячева, расплюнуть. Достаточно всего-то сойти за приятеля полковника. Через день, в 8 часов вечера, полковник Вячев устраивает в своей квартире, но мы поняли, да. Беседа компании прекрасна.
Просто идеально. По-моему, вот здесь вот живет он. Распутин, в смысле. Да? Это так. Стоп, это что? Запах табака напоминает об отце. Мне кажется, он курил такой же. Угу. Проходи, пожалуйста. Чё ты стоишь? Do you have a moment? For you, always. Как мило. This place looks Здесь все different. так поменялось, да и сами Да, иногда надо женские риски тоже жить будут too. другие. Everything is happening Все according перемены to their происходят по will их желанию. and А мы with это their все voice. читаем, мы это все знаем. Мы это все знаем, мы это все делали уже, но... All these people. У меня тогда что-то случилось, я игру перезапускала и, походу, не поговорила с ним снова, и... Давайте я тогда просто проклассую. Don't worry. Enough about it. This. Я пропускаю это все, мы это все... Попросить загипнотизировать I вас. need your help. Да. Again. And I won't turn you down again. Конечно, ты мне нет. Извините. А, он типа в песке, да? Окей. Окей. Я думала, это... Григорий. Where did you find that Где ты этого салютера отыскал? В Сахаре? It's a gin. Это джин. A master of Исполнитель wishes желаний, in his причем own своеобразный. form. Quickly, Victor. Скорее, Виктор, Before he пока он нас с buries тобой не us both. похоронил. Сосредоточься на Focus on своем your wish. желании. Какой глазик, смотри. Extraordinary. Пугает? He doesn't threaten you Ты в anymore. безопасности. You Он слушается и wish is повинуется. his command. Да, я вообще, да. Хорош, повинуйся мне. И ты тоже повинуйся. Вообще все повинуйтесь. Цікавинка. Опять спросишь, какой год? Он так головой покачал, типа, не буду. Тебя, походу, опять в кровать чьи-то перенесли. Джин! У меня есть джин. Покажите. Сюда его. Оп, развить. Оп, развить. Молниеносная комбинация. А я хочу куда? Где она хоть? Вот она. Наносит сколько-то там. У меня есть что-то на 3. Давай лед. Заменяет. Вот это сюда. Классно. Прекрасно. Я особо сильно думать об этом не буду. Кстати, наверное, нам говорить с ним не о чем, но я попробую. Do you have a moment? For you, Нет, не о чем. Все Are you правильно. even- Пока. Сохраняемся, значит. Не загрузить. Ни в коем разе. Сейчас я как загружу. Ну, посмотреться в каземате в Повесле. Да погнали, получается. Я так понимаю, вот это вот задание еще мы ждем. Да, мы еще его ждем. Окей. Цікавинка. Блин, я его жду уже 3 серии. Сколько серий я жду? Не помню. Но жду. Да что ж так... Ладно. Я не знаю, мне нравится разнообразие ответов, которые нам дают. А что это? Что это такое? Это я беру. Всему телу моментально распространилось тепло. Хочется задремать, проснуться перед тарелкой свежих вареников.
Варенички, да, я как хочу, вы бы знали. Ой, у меня мама такие варенички делает. Боже. Капец. Потертый инструмент издает на удивление красивую мелодию. Опа. Окей. Ну, послушали и хватит, как говорится. Так, это ж... да, это оно. Quiet this time. Как тут тихо. Да, типа того. Чего смотрите? Ну что, бросил-то швабру подними. Скучаешь? Сходи, спроси вон того легавого, что он тут делает. Или скажи ему, чтоб свалил. В смысле легавого? Hey, fancy pants. Fuck off. Hang on. You lost? Потерялись, господин полицейский? В смысле, я не полицейская, что? Ну я ж не полицейская. Я хотел бы узнать, когда в каземате пройдут очередные бои. Понятия не имею, о чем речь. Что за бои? Мы можем устроить потасовку прямо сейчас. Успокойтесь, я не полицейский. Любой легавый сказал бы то же самое. Я ищу Ариэля Рафе. Может, он не просто так усложняет процесс, а? Господин Рафе не говорил, что кто-то станет его искать. Возможно, господин Рафе просил вмазать по морде любому, кто про него спрашивает. Попробуем? Да слушай, ну господи, боже. Я повторю. Я не... Давай. Предлагаю товарищеский поединок. Так кровь разогнать. Мы ж в каземате все-таки, верно? С одним условием. Если я выиграю, вы мне расскажете, где Ариэль. Я бы, может, и выбрала бы наш изъян. Но, в принципе, я думаю, что это будет легко, поэтому мы справимся как-нибудь. Угу. Оп. 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 Хоп. Это все прекрасно, просто идеально и все такое, но я думаю, давай вот этого. У него опять концентрация вернулась, слышишь? Окей. Птичка кричит. Окей, да? И так можно. Ок. Отмени. Откат — это хорошо. Я просто официально, наверное, я уже заявляла официально, но я заявляю еще раз официально, что откат действий врага — это просто лучшее, что я могла поставить сюда. Я серьезно так думаю. Мне кажется, что... Мне интересно, как он атаки проводит, Джин.
это такое? О, прикольно, типа дух из тела вышел или что это было, хз. Ну, у него такая... Ну, такая, средненькая атака. Снова же даже атаки пока что больше всего мне нравятся у этого, того самого. Я забыла его, name. Вот этого, короче. Как тебя зовут-то? Велес, господи, да почему я забываю постоянно? А теперь, пожалуйста, мне информацию. Ну что, кто-нибудь мне расскажет, где найти Ариэля Рафе? Fuck off. Что? In that case, permit me to take a look around here. Ага, в таком случае я Am I тут. right to call this place the Каземат, dungeon? название в точку. Я иду осматриваться в таком случае, вот что. Пустая бутылка шипучки. Вкус детства. Жаль, что ничего не осталось. Глоток за глотком, глоток за глотком. Губы присосались к горлышку бутылки, стремясь утолить жажду, что скопилось за долгий знойный день беготни по палаткам. Делал столько, что про отдых в тени и думать некогда. Сейчас зайду. Я сначала осматриваю место. Прям... Бочки с самогоном, от бочек разит алкоголем, над бочками витают алкогольные пары, но еще в запахе самогона ощущаются нотки скуки и раздражения, вызванные неприлично долгим ожиданием возвращения шефа. Перебраться на другой берег Вислы, не землю обогнуть. Так почему, черт возьми, его до сих пор нет? Что бы ты спросил? Конечно же. Что, я все обыскала? Изи. Так. Пустой гроссбух. Внутри пусто, хоть он и выглядит так, будто им пользуются регулярно. По пустым страницам блуждают замыслы тауматурга. За завесой пустой суеты планируются важные дела. Заплатить за охрану, разобраться с конкурирующей группировкой, распланировать доставку товара. Четкая организация – залог успеха любого криминального предприятия. Поиски каббалистов по Висле. Похоже на то, что Рафе сел где-то на другом берегу Вислы. Среди палаток все указывает на базар Ружицкого. Ружицкий базар? That won't be easy. Угу. Изи не будет. Ок. Это все, конечно, цікавенько, но когда, в конце концов, нам дадут квест, который с той женщиной... Ну то, что я его очень хочу. Квест. Мне прям он интересен. Это что такое? Я что тут была, нет? Поесть бы. Иногда приятно укутаться в облако дыма, все равно здесь нет ничего полезного. Шо? Ага. Окей. Интересно, сколько актов в игре? Потому что мы сейчас во втором. Наверное, 3. Плюс-минус стандарт. Я сохранюсь? Или я сохранюсь? Или я сохранюсь, да. Вот тут я, получается, не была. Точнее, была, но не использовала. О, это я хочу, это я хочу. Этот прилавок не только источник освежающей газировки, но и образец гениальной инженерной мысли. Газировочка. Портмоне, все деньги вынуты, внутри остались только фотографии и визитные карточки. Кража совершена быстро и незаметно, иначе и быть не могло, но не потому, что вор большой профессионал, а потому, что он до смерти боится колдуна. Тот не прощает воровства на своей территории, а значит, надо быстро и незаметно, только так. Окей. Тряпичная кукла.
Кукла из плотной грубой ткани выглядит живо и элегантно благодаря весьма умелой выкройке. Игла пронзила толстую ткань с точностью и решимостью. Маленькая швея больше не плакала. Может, у нее нет денег на куклу, но она еще всем покажет, что можно сделать из дешевой ткани. О, опа. Это я тоже беру, раз уж я тут. Типа я по вот этим заданиям, которые супер дополнительные, особо не бегаю, но если они по ходу где-то валяются, да, за звездочкой помеченные, то почему бы не взять? Избирательность не знает границ, поэтому научились придумывать замысловатые метафоры, чтобы запутать цензоров, не способных увидеть смысл за нагромождением слов. Книжечки. Сейчас мы будем читать, да? Ну, это моє улюблене просто. Книга на прилавке. Утопление Марены. Говорят, кожа у Марены белоснежная, зубы волчьи, когти острые, чтобы хватать стариков да детей в лесу зимой потерявшихся. Тот, кто сердцем труслив, тоже пускай стережется. За ним Марена ночью придет во сне в обличии мерзкой старухи. По счастью, как наступит весеннее равноденствие, власть Марены кончится. Тогда надлежит чучело сплесть, в которое на каждое полнолуние, начавшее с осени, всем женщинам дома положено вплетать по свежей веточке. Засим надобно чучело по селу пронести, подпалить, да в речку бросить, пока будет оно по речке плыть, нельзя на него смотреть, ибо кто на тонущую Марену посмотрит, того в жизни ждет несчастье. Прекрасно. Да у меня что-то... Что это? Что такое? Телефон садится, чешо. Чешо. Книга на прилавке, утопление... Мы это уже прочитали. А есть что-то еще? О! Сказ о Варсе и Саве. Давным-давно на месте славного города, что раскинулся на берегу Вислы, стоял густой лес, полный крупной дичи, зубров, боровов да медведей. В лес этот, отлучившись от охотничьей свиты, забрел однажды князь Казимир. Забрел в самую чащу и долго-долго плутал среди могучих деревьев, потеряв уж всякую надежду, как вдруг увидел полянку, а посреди нее маленькую хатку. В хатке той жила-поживала бедная семья, супруг с супружницей да близнецы новорожденные. Хозяева приняли князя, накормили его и напоили, а князь в благодарность за гостеприимство дал имена их деткам Варс и Сава и оставил кошель полный золота. На золото это построили супруги большую усадьбу и стали возле нее другие люди селиться, и выросло целое поселение, которое в честь того случая назвали Варшавой. Молочный шоколад, сладкое угощение на любой случай, от свадьбы до похорон. Сквозь запах шоколада пробивается освежающий аромат радостного возбуждения. Молочный шоколад, темный шоколад, шоколад с орехами, все разных оттенков коричневого и бежевого, с карминными вкраплениями изюма и малины. Такие, казалось бы, земляные цвета, а на вкус настоящая роскошь. Обожаю. Обожаю шоколад. О. Опа, стопа. Я знаю, что мне не сюда, но я увидела эту штучку, и пока она есть, я ее заберу. И звездочку, Аймин. Понятно. Парижский порт. Кстати, подожди. Парижский. Пражский. Это ясно. Ящик с бутылками водки. Бутылки покрыты пылью, похоже, все на месте. Бутылки дребезжат от закупоренной в них злобы. Эта водка, в конце-то концов, ничуть не хуже, чем у базарного колдуна. Ах, если бы только люди это поняли, перестали покупать из-под полы. Пустая бутылка, осушена до последней капли, пахнет алкоголем и кем-то, кто не слышал о личной гигиене. По стенкам бутылки стекают мысли, не особо связанные, но весьма компетентные. Этот человек знает толк в выпивке. Он выпивал в каждом районе Варшавы, если не в каждом кабаке. Но самогона лучше, чем наливают в мясной лавке на Ружицком, он не пробовал. Такова простая истина жизни в городе на Висле. Оп, вот здесь. Записка на окне мясной лавки. Кто-то хотел написать закрыто на переучет, но после нескольких попыток бросил затею. Витрина отражает счастливое предвкушение очереди. Мясная лавка, быть может, и закрыта, но каждый посетитель прекрасно знает, что получит то, зачем пришел. И каждый готов ради этого подождать.
сигары. Эта сигара, хоть и выкурена под хвостик, а все равно большая роскошь для здешних мест. Все, начинаю запутываться. На окурке тлеют слова удовлетворения. Сигары и прочие подарки всего-то за то, что патрули обходили мясную лавку стороной по рукам. Поиски каббалиста на базаре Рожецкого. Колдун этот никто иной, как Ариэль Рафе. Стоит отдать ему должное за то, что в одиночку заправляет всем рынком. Судя по всему, он держит прибыльную винокурню в закрытой мясной лавке. Надо бы туда наведаться. Это мы в принципе, поняли. Ну, подытоживая, да? Поспрашивать о Рафе возле мясной лавки. Where do you think you're going, pretty boy? Опять Pretty Boy, да? Кое-кого ищу, говорят, у него тут свое заведение. Советую поступить по-умному, убраться отсюда. Давай, резко. Вы разговариваете точь-в-точь как человек, которого я ищу. Я тебе по-хорошему говорю. Огурчик его зовут. Огурчик. Пошел. Боже. Мне показалось, или вы охраняете закрытую мясную лавку? Это гешефт Ариэля Рафе, так? Я тебя сейчас выкину к чертовой матери и дело с концом. Я ищу Ариэля Рафе. Тогда может вдвойне пойти нахуй. Думкопф? Что это? Вы своими криками только внимание привлекаете. Блять, сюда-то я биту возьму. В жизни он меня тут учить вздумал, хрен блохастый. Я точно знаю, что это укрытие Ариэля. Ты читать умеешь? Написано же «мясная лавка». Ага. Причем настолько кошерная, что в ней даже мяса нет. Хорош. Да бросьте, от каждого забулдыги на базаре Ружицкого несут бухлом из этого заведения. И когда они приходят сюда, я посылаю их нахуй. Но я ведь знаю, что Ариэль скрывается здесь. Даже знаю, какому полицейскому он дал на лапу. Не знаю я ни про какие взятки, это какие-то Провокатор? Fuck off. Please, I just want a word with Ariel. Огурчик. Отчего это он до сих пор стоит и грубит тебе? Это я, Виктор. Шилский, помню, нахуй иди. Да почему? Вы достали. А почему они все меня посылают? Сказать, что вам надоело драться. Ариэль, я уже в одну потасовку ввязался, чтобы вас найти. Шеф, если я ему люлей вкачу, возьмите меня в каземат. Будешь тогда вторым борщом. Лучше позови подмогу, Огурчик, на всякий случай. Да ты... Могу тебе батюшку позвать. Себе батюшку позови, а лучше сразу и... в похоронку сходи тоже. Ладно, окей. Ладно. Вообще, по факту, 5 минут примерно еще осталось до конца видео. Так что, maybe, probably, после драки закончим. Это типа я к тому, что если вам не интересно смотреть драки, то вы можете, ну, уже получается. Уже получается, да. Это прекрасно, но мне нужно, чтобы ты меня убрал.
состояние. Ух ты, этот каким-то светится, смотри. Не этот, вот этот. Ого. Отмени. О май. Ну ладно, пусть живет. Слышишь, это вы пусть живете. Come on, Shulsky. Let's get out of sight. Офигеть, слушай. But if anything starts shaking, I'll shoot you. Понятно. Don't stare. That way. This old butcher's shop is a cover, right? None of your business. Мясная лавка просто прикрытие, да? Не твое дело. Я сохранюсь, и на этом мы закончим. Да. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.